Всем привет, друзья! Вы на канале Power Device, и у меня для вас очередное интересное и полезное видео. Все мы знаем, что производители смартфонов в свои девайсы устанавливают датчики, которые изначально поддерживают 12 мегапикселей. А уже потом программным путем, как, например, на моем Redmi Note 10 Pro, они их увеличивают, к примеру, до 108 мегапикселей. Такая технология называется обработкой пиксельного биллинга. Смартфон объединяет соседние пиксели в один. И действительно, такие фотографии, сделанные в данном режиме при 108 мегапикселях, на увеличении гораздо четче и лучше читаются. Так вот, друзья, в данном видео я покажу вам, как на вашей Xiaomi установить камеру, которая действует по такому же принципу и снимает в 216 мегапикселей. Также, кто давно следит за моим каналом, знают, что я люблю доказывать все делом и показываю примеры. Сейчас продемонстрирую вам, чем отличается камера моего Redmi Note 10 Pro при 108 мегапикселях, а также усовершенствованная камера в 216 мегапикселей. Слева у нас родная камера 108 мегапикселей, справа 216. Давайте приблизим. Друзья, сразу невооруженным глазом видно, что камера справа в 216 мегапикселей совершила более четкий снимок. Практически все надписи на нем можно разобрать, чего не скажешь о снимке слева. Также, если еще увеличить, то на снимке слева можно увидеть более крупные пиксели. Также, если посмотреть вот на эти области, фотография справа выдает более четкое изображение. Давайте посмотрим еще пару снимков. Справа также 216 мегапикселей. Приблизим на номер машины. Думаю, вопросов не возникает. У символов на фото справа более четкая окантовка. Ну и чтобы быть полностью уверенными, давайте еще приблизим на какой-то балкон. К примеру, на эти жалюзи. Все границы на фото справа более ровные. Друзья, как минимум считаю, что эту камеру нужно установить на свой смартфон для того, чтобы в какие-то моменты совершать более четкие снимки, когда вам это нужно. Она действительно работает. Итак, друзья, если вы захотели установить данную камеру на свои девайсы, то вам нужно скачать два файла по ссылке в описании, а также не забудьте, пожалуйста, подписаться на мою группу ВК. Файлы скачаны, захожу в проводник. Для удобства я поместил их вот в эту папку. Первым делом устанавливаем Gcam. Пока что ее не открываем, идем назад. Теперь вот в этом основном пространстве проводника создаем папку. Нажимаем три точки. Новая папка. По-английски пишем Gcam. Папка создана. Друзья, если у вас уже была создана такая папка с данным именем, то оставляем ее. Просто она могла создаться автоматически с установкой каких-то предыдущих версий Gcam. Открываем ее. Снова здесь нажимаем три точки. Новая папка. Теперь здесь по-английски пишем название. Confix 8.4. Обратите внимание, что пишем без пробелов. Окей. Теперь заходим туда, где у вас лежат скачанные файлы. Выделяем вот этот. Еще. Копировать. Внутренний накопитель. Наша созданная папка Gcam. Confix. Вставить. Теперь можно свернуть проводник. Дальше открываем установленную камеру. При использовании приложения. Разрешить. Здесь нажимаем «Готово». Теперь вот между этими двумя иконками делаем двойной тап. Должно появиться такое сообщение. Импорт. Если конфигурация загрузится правильно, вот здесь появятся такие надписи. Нас интересует надпись Hi-Res. Нажимаем ее. Теперь, друзья, у нас активирован режим в 216 мегапикселей. После того, как вы сделали первый снимок, не торопитесь сразу его открывать. Он даже может закрыться, так как ему нужно пройти обработку. Нажмем три точки.
Как видите, данный снимок получился в разрешении 216 мегапикселей. И это, друзья, никакой не обман. На таких снимках, как вы видели, действительно очень большое разрешение. И даже в сравнении с родной 108 мегапиксельной камерой присутствует более лучшая четкость и меньшая пиксельность. К слову, добавлю, что эта камера с данным конфигом также хорошо работает и на Poco X3 Pro. Режим Hi-Res загружается и без проблем делает снимки. Я их также сравнивал с родными снимками Poco X3 Pro. Получается то же самое, как и с Redmi Note 10 Pro. Эта камера снимает более четкие снимки. Ну а вот на каких Xiaomi эта камера не сможет работать, по этому поводу точного ответа дать не смогу. Конечно же, скорее всего, на более бюджетных моделях она не будет работать. А также существует такая тенденция, что многие камеры Gcam адаптированы именно под Snapdragon, который установлен как в этом девайсе, так и в этом. Друзья, пожалуйста, не забывайте ставить лайк этому видео, оставьте комментарий, понравилась ли вам новая камера. С вами был канал Power Device, желаю вам правильных настроек и качественных девайсов. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.